Всем привет! Накрылся у меня шнур для пятого айфона. Решил разобрать, посмотреть, что куда и как. Методом прозвонки определил дорожки. И посадил их на место. У меня отпали зеленый провод. Сейчас фокус поймаем. Зеленый провод и черный. Красно-белые, в принципе, остались, но я их немножечко подпаял, закрепил. Провода, в принципе, медные, по крайней мере, на вид медные. Так как провод не оригинальный, тут уже возникает сомнение. Очень тонкие. Разрезал по торцам сам корпус, ручку. Она была посажена на силикон. Сейчас это все почищу и установлю на место. И там сверху, думаю, если получится найти в радиомагазине белую термоусадку, посажу на белую термоусадку. Если нет, будем пользовать то, что есть. И по поводу неоригинальных шнуров не нашел нужной информации в сети. Может быть, моя будет кому-то полезная. Распиновка, в принципе, проводов для правильности. Провод не оригинальный, китайский. В принципе, заряжает чуть-чуть медленнее, чем оригинальный. Так как эти телефоны сильно падкие на заряд при холоде, в принципе, и в повышенной температуре они вырубаются. Поэтому зарядки у меня есть везде: в гараже, в машине, на работе, дома. Поэтому двумя зарядками не обхожусь. 4 штуки это как минимум. Заряжаю пару раз в день, потому что пользуюсь телефоном часто. Такие дела. Снимаю на камеру этим телефоном. В принципе, сейчас видео идет с этого телефона. Аппарат вроде бы ничего, качество все, но с аккумулятором, конечно, бах капитальный. У Apple они с каждой модели обещают все более мощные аккумуляторы, но выходит у них что-то наоборот. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Надеюсь, было полезное видео. Пока. Итак, законченный вид ремонта шнура на 5-й iPhone. Саму микросхему и корпус этот беленький, который разрезал пополам по бокам, по торцам. Изначально посадил на силикон, но не понравилось мне, как оно держит, потому как вынимать зарядку, все это недолго проходит. Силикон весь убрал и посадил на термоклей все эти вещи. И где-то полсантиметра провода немножко прошелся термоклеем. Он, в принципе, жестковатый, когда застывает, но даст такую небольшую упругость, как в бытовой технике. Возле вилок упругие такие амортизаторы ставят для амортизации провода. По этому принципу я поступил. Купил термоусадку черную, белой не нашел. Другие цвета не понравились. Как это не смешно. Так, и установил 2 слоя. Один слой покороче, где-то миллиметров на 7-5 доходит. Второй подлиннее. Все это, в принципе, мягенько. И твердо. Все хорошо держится, заряжается.
Залил термоклеем, потому что второй раз я туда уже лезть не буду. Просто-напросто выкину этот шнур и забуду. Вот. А может он и прослужит дольше оригинально. Жизнь покажет. Вот такие дела. Всем пока.